Здравствуйте, друзья, меня зовут Антон, и я рад приветствовать вас в эпохе VHS, передачи о перестроечном и постперестроечном кино. Дисклеймер для впечатлительных зрителей. В нашей передаче присутствует ненормативная лексика, отсутствует политкорректность, а также встречаются сцены с жестоким обращением с детьми, с женщинами, ну и со всеми живыми существами. Так что смотрите на свой страх и риск. Скорее страх. Сегодня мы с вами перенесемся в 1988 год. В СССР уже показали покаяние, на маленькую Веру тайком бегает советская молодежь и все домохозяйки страны, и перестройка в кино идет полным ходом. А также на советские экраны выходит фильм, который привлечет почти 40 миллионов зрителей в кинотеатре, побьет все рекорды проката, породит тонны разногласий и разозлит всех советских кинокритиков. Особенно провластных кинокритиков. Как я и обещал, наш сегодняшний экспонат не содержит в себе шизофренических сюжетных поворотов, метанарративов или путешествий в другие реальности. Этот фильм лайтовее детонатора, как и большинство фильмов. Тут мы встретим всего-навсего покушение, убийство, убийство младенцев, раскаленные утюги на животах, а также членовредительство в форме отрезанных конечностей. Прошу любить и жаловать. Воры в законе. Криминальный мир в советском кинематографе, естественно, был темой запрещенной. Преступников в кино показывали, однако они всегда занимали почетное место антигероев, которых ждало неизбежное разоблачение в конце. Хороший пример – «Джентльмены удачи». Бандиты и зэки тут, конечно, существуют, но всерьез их воспринимать никак нельзя. Даже грозный доппельгенгер Леонова, появляющийся в финале, вызывает скорее комичное и нелепое ощущение, но никак не чувство опасности. Иногда фильмы были чуть смелее. Так, выпущенный в 1979 году «Допрос» рассказывал историю про борьбу с коррупцией в Азербайджанской ССР и таким образом косвенно признавал ее существование. Правда, действие картины разворачивалось в 1969-м, и проблема коррупции подавалась скорее как уже решенная. Точно так же существование организованной преступности в СССР признавало место встречи изменить нельзя. Нам там даже показали настоящую воровскую малину. Но только в 1945 году. Представить такой сюжет в конце 70-х, конечно, было нельзя. Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Чуть дальше шагнули создатели фильма «Преферанс по пятницам» 1984 года, которые недвусмысленно намекали на преступные махинации, вполне себе существующие в современном фильме-мире. Однако детективная канва все еще позволяла держать острые темы где-то на периферии сюжета. Рассказать про организованную преступность, про коррупцию, да еще и сделать бандитов центральными персонажами фильма – такое до перестройки было немыслимо. А в перестройку на это первым решился Юрий Кара. Кара пошел интересным путем. Он взял несколько глав из романа Фазилия Искандера «Сандро из Чегема», склеил их между собой, добавил немного жести, насилия и задора, и на выходе получил блокбастер, который навсегда запомнит 40 миллионов человек, а потом благополучно забудут. Использование литературного материала как бы легитимировало всевозможные бесчинства, а также, я думаю, служило неплохим аргументом для привлечения в проект советских кинозвезд. Кстати, основу фильма, 2 главы новеллы «Чегемская Кармен» и «Бармен Адгур» я прочитал, и могу сказать, что переданы они довольно близко к тексту. Разве что Кара в своем фильме старался несколько приглушить национальные особенности. Зейнаб стала Ритой, бармен Адгур – Володей Петровым, а вор в законе Даур – Артуром. «Воров в законе» собирались снимать в Абхазии, там же, где разворачиваются события романа Фазилия Искандера. Однако произошла накладка. Юрий Кара не знал, что герои книги, а соответственно его фильма, основаны на реальных людях, некоторые из которых, помимо всего прочего, проживали в Сухуми, куда съемочная группа и приехала на поиски натуры. Так что местные власти и милиция отказали киношникам в какой-либо помощи, потому что это не понравилось бы здешнему вору в законе. В общем, снимать пришлось уехать в Крым, а в Абхазии кинокартину после премьеры спешно запретили. Но давайте внимательнее взглянем на сам фильм. Итак, фильм «Воры в законе» снят на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Детских и юношеских фильмов. При поддержке творческого объединения «Ладья», «Шах» и «Мат». Мы переносимся в горную деревушку, где главная героиня, Рита, встречает местного Александра Паля. Она больше не обращает внимания на других козлов и бросается в объятия соблазнителя. К несчастью, за Ритой следит ее бабушка, которую местный Паль, руководствуясь принципом «нет человека, нет проблемы», убивает камнем по голове. Город на праздник путник очень спешил по горам.
самого начала фильма перед нами символически предстает вечная дихотомия – секс и смерть. Две главные темы этой кинокартины. Потом мы быстро переносимся в будущее, в город, где Рита уже вовсю кадрит мужиков в прибрежном кафе. Фарик, возьми мне чашечку кофе. Я? Да, ты. 2 чашки кофе, пожалуйста. И бутылку шампанского. Сцена, кстати, полностью взята из книги, только там она происходит не с Андреем, а с рассказчиком, лирическим героем Фазиля Искандера. «Зейнаб, вмажем опиухи!» – раздался голос из-за того же столика и хохот компании. Марго, а может, вмажем опиухи? «Наркоманы?» – сказал я. «Да», – нежно улыбнулась она, – «любители поторчать». Это наркоманы? Да, любители поторчать. «Неужели и вы?» – спросил я. «В жизни надо все попробовать», – назидательно сказала она, чтобы было что вспоминать в старости. Что, и вы тоже? Ну а что, в жизни все надо попробовать, чтобы было что вспоминать в старости. Рита залпом осушает стакан шампанского. За знакомство. Маргарита. Первый пункт в индексе оголтелости – неумеренное употребление алкоголя. После этого она признается, что употребляет еще и наркоту, шляется по мужикам, а заодно является любовницей одного важного папика, который отбирает деньги у миллионеров. Он совсем другим делом занимается. Каким? Он обкладывает богачей налогами. Ну и, конечно, я не могу не отметить, что Риту играет секс-символ 80-х и 90-х годов Анна Самохина. Не забудем и мы ее заслуги, ведь именно она исполнила роль безымянной любви главного героя в фильме «Детонатор». А все мы фанаты фильма «Детонатор». Риту в неизвестном направлении увозит вор в законе Артур, которого в ослепительном белом костюме ослепительно играет Валентин Гафт. Артур! Артурчик! А теперь настало время встретиться с моим самым любимым персонажем фильма. Его зовут Кукольник, и играет его Амаяк Акопян, многим из вас, конечно, известный по передаче «Спокойной ночи, малыши» как Рахат Лукумыч. Или Рахат Ибн Лукум. А здесь нет. Ну, кукольник, ты даешь. Ну, еще по четвертачку, а? Давай. Кукольник разводит в наперстке полукриминального владельца бара, а в этот момент к их столику подходит еще один главный герой фильма, бармен Володя, и просит уйти пораньше, так как... Вы знаете, мне только что позвонили, умерла бабушка. Еще одна бабушка умерла. Подозрительное совпадение. Бабушка есть, бабушки нет, бабушка есть, бабушки нет. В общем, ни с того ни с сего бармена решено было убрать. Ну так когда вы его уберете? А ты сначала заплати. За мной не заржавеет. Если вы не читали роман Сандроис Чегема, понять, почему Володю решили убить, абсолютно невозможно. Как абсолютно невозможно понять и то, почему вдруг Кукольник произносит фразу, которая навсегда войдет в аналы кинематографа. Фу, мой красавец. Второй пункт в индексе оголтелости – мат. Фу, мой красавец. Студия детских и юношеских фильмов. Босс Акопяна – это бандит Рамзес, с которым очень скоро у белоснежного Артура начинаются терки. Все это приводит к открытому конфликту, когда Рамзес атакует с ножом одного из цеховиков, которых крышует персонаж Гафта. И немного о том, кто такие цеховики. Цеховиками в СССР называли подпольных предпринимателей. Так как официально любая предпринимательская деятельность была запрещена, производство и сбыт какой-либо продукции вне государственного контроля, конечно же, попадали под юрисдикцию преступного мира. Создавались целые криминальные синдикаты для поддержки и защиты цеховиков, с которых бандиты потом брали так называемый налог на нелегально нажитый капитал. В общем, одного из таких цеховиков, находящихся под присмотром вора Артура, его конкурент Рамзес и ткнул в задницу ножом. В книге так и написано. Артур мчится в больницу, дает взятку какому-то молодому врачу и несчастного спасают. В параллельном сюжете нам рассказывают о бармене Володе, которого кто-то, Рамзес, пытается заставить уйти с хлебной должности. Да, в СССР бармен – это хлебная должность. Артур предлагает Володе свою помощь, но тот отклоняет ее. Предложенный же торт оказывается пистолетом.
В следующей сцене нам дают неожиданный намек на время действия фильма. По телевизору идет очередное награждение Брежнева. С чувством глубокой признательности и большой ответственности перед партией и государством. Опять же известная предосторожность. События фильма помещаются хотя бы на немного, но в прошлое. Хотя, возможно, это просто следование литературному первоисточнику. К Артуру приезжает Рамзес со своими шестерками, и они увозят его на Белой Волге в неизвестном направлении, прямо в кимоно и тапочках. Я тебе вот что скажу, Рамзес. Убей меня сейчас, если сможешь. Но учти, если ты меня не убьешь, я тебя из-под земли достану и уничтожу. В общем, понятно, почему Гафта после этой роли зауважали сами воры в законе. Беседовали после выхода фильма на экраны с настоящими ворами в законе? Они как, рассказывали ко мне, вам, ко что мне они просто думают? подъехал один, сказал, вор в законе. Он сказал, вы меня можете сейчас сдать, я в розыске. Я говорю, я этим делом не занимаюсь. Но нам хотелось, чтобы вы пришли на сходку. Знаете, нет, я... Тем же вечером Володя возвращается из бара, но вместо чаевых получает 6 пуль. Но, кстати, круто же. А стрелявшие в конечном итоге оказываются в сговоре с милицией. И надо сказать, что показать ментовской беспредел на экране в советское время было очень оголтело и смело. Впрочем, один честный милиционер все-таки отыскивается, и чудом выжившего Володю забирают в больницу. Скорую. В книге, кстати, одна из пуль проходит бармену прямо через сердце. Ну, мол, бывший десантник и не такое видали. И вообще, все, о чем пишет Искандер с иронией, в фильме подано с такой суровой серьезностью, что воспринимается не иначе, как какой-то странный китч. Добропорядочный милиционер, почему-то похожий на фантома оперы в исполнении Лона Чейни, встречается с Артуром. После угроз и высоколобых метафор лейтенант зарабатывает себе еще одного врага. После драки с подкупленным врачом, слово «подкупили», кстати, любимое у Искандера, Володя наконец спасен. Артур приводит ему адвоката, которого играет Зиновий Герд. Зиновий Герд, кстати, играет действительно хорошо, и можно сказать, что с Гафтом они спасают весь фильм. Потом нас ждет долгая сцена суда, которую бессмысленно пересказывать, но стоит посмотреть ради того же Герта. Отмечу, кстати, что только у него получилось передать ироничный тон Искандера. Но, в общем, если подытожить эту сцену, то суды куплены, милиция куплена, Володе дают 1,5 года тюрьмы. Естественно. А дальше нас ждет сцена погони. Студия детских и юношеских фильмов. И как вы понимаете, показать на экране, как наши герои на машине сбивают коляску с ребенком, было по советским меркам невероятно оголтело. Артур убивает Рамзеса на краю обрыва. Однако кукольнику каким-то волшебным образом удается застать вора в законе и его подельников врасплох. Убийцы катятся с обрыва, а кукольник чудом сбегает. И наконец мы возвращаемся к еще одному главному герою нашего фильма – Андрею, которого играет Борис Щербаков. На 45-й минуте фильма. Естественно. Андрей в исполнении Щербакова, несмотря на свою профессию археолога-поэта, раскидывает 2 насильников и спасает Риту. Завязываются романтические отношения. Это что, твой? Да нет, вообще-то я еще не женат. Сцена с рогом предвосхищает дальнейшие трагичные события. В кино мы это называем foreshadowing. Так ты поэт? Рита отдается Андрею, но секса мы не увидим. Анна Самохина очень внимательно относилась к своему имиджу, поэтому в фильме никакой обнаженки. Следующая сцена – это квинтэссенция всего самого прекрасного, что есть в перестроечном кинематографе. В добрый путь. Несчастного кукольника привязывают к батарее и заводят машину, чтобы он задохнулся выхлопными газами.
Но есть один нюанс. Я хочу сыграть с тобой в одну игру. Просто невероятно, как сильно это напоминает первую «Пилу». Настолько, что мне кажется, что режиссер Джеймс Вон увидел «Воров в законе» и сразу же сел писать свой первый драфт. Наверное, стоит добавить еще один пункт в мой индекс оголтелости, что-то вроде чернухи. Третий пункт в индексе оголтелости – чернуха. Ну а дальше нам рассказывают историю честного лейтенанта, который пытался вскрыть коррупцию среди своих коллег, но вместо этого попал в тюрьму к своему товарищу по несчастью. Сюжет начинает нестись вскачь, и вот мы уже видим, как Андрей женится на Рите и как проходит их год в браке. На свадьбе недвусмысленно играет Кармен. А в это время в тюрьме мы наблюдаем сцену, из которой потом вырастет фильм «Беспредел», и бывший бармен-десантник спасает честному лейтенанту жизнь. Дальше фильм начинает постепенно разваливаться. Видно, что Юрию Кара стало сложно сводить вместе сюжетные линии. Ты, Володя, очень сильно меня ударил. Андрей и Рита идут в поход и чуть не сгорают в собственном костре. Ну или в костре собственной любви, если хотите. Символизм первого уровня. Затем Рите неожиданно звонит Артур, которого она, судя по всему, не видела около года. Я очень тебя прошу, помоги Гарику собрать деньги с цеховиков и переправить ко мне в Москву. Цеховики собирают деньги на выкуп для Артура. Один из них отказывается, и вот уже подельники звереют и начинают пытать несчастного утюгом под бдительным присмотром Риты. Конечно же. Гады! Что вы делаете? Что вы делаете, садисты? Ребят, времени нет. Все, давайте, в 2 месяца надо успеть. Студия детских и юношеских фильмов. Андрей от отца Риты узнает, что она не уехала к себе в деревню, а скорее всего ему изменяет. Кто бы мог подумать. Честного лейтенанта оставляют на верную смерть, а Рита прощается с Артуром в стиле фильма «Касабланка». Возьми меня с собой, Артур. Это невозможно. Because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. Прощай. Все. We'll always have Paris. Несчастный Андрей в делирии ревности галлюцинирует убийство Риты, но в итоге решает поехать на пикник. Не спрашивайте. К несчастью, таксистом оказывается Александр Паль местного разлива, а дальше можно не объяснять. Они расстаются с Андреем, и Рита уезжает с таксистом на проклятой белой «Волге», которая в этом фильме несомненно символизирует несчастье и роковую поступь судьбы. А бармен Володя шантажирует владельца бара и вновь получает свое место. Правда, лейтенанту помочь ему не удается. Все куплены. Вы знаете, у нас сегодня неприемный день. Обратитесь, пожалуйста, к следователю. Володя идет по улице, и на его глазах уходит в прошлое брежневская эпоха. А Риту Кармен, вернувшуюся в свою родную деревню, связывает в гараже отец, чтобы наконец научить дочь уму-разуму. Однако она освобождается от своих пут и... Рита! Ну что ж, отличный фильм. К сожалению, ни обнаженки, ни карликов, ни карикатурных персонажей здесь нет.
равно как нет коммунистов, нацистов, сектантов или рандомного пения. Из всего списка только мат, неумеренное употребление алкоголя и чернуха. 3 из 10 по индексу оголтелости. Даже удивительно, как удалось сделать такой печальный фильм из насмешливых избивчивых рассказов Фазилия Искандера. Кстати, вы знаете, за какую повесть, опубликованную в нелегальном альманахе «Метрополь», Искандер был подвергнут остракизму? Подсказка. Я как-нибудь обязательно сделаю обзор на фильм с одноименным названием «Маленький гигант большого секса». «Воры в законе» — это один из несправедливо забытых шедевров перестроечного кинематографа. Ну ладно, не шедевров, но тем не менее забытых. Харизматичный мафиози в белом, отягощенный собственным кодексом чести, коварная красотка, перестрелки, несчастная любовь, отрезанные руки, лихой кураж переплетений сюжетных линий. И все это в южном ялтинском колорите. Если не видеть самого фильма, по такому описанию кажется, что это какой-то моднейший артхаусный боевик. Кстати, поговаривают, что в народе его называли крестным отцом по-нижегородски. Главные минусы фильма – неровность повествования, перегруз с количеством действующих лиц, натужный сюжет – являются и его главными плюсами. «Воры в законе» — это как бы 3 неплохих перестроечных фильма, ни один из которых не доведен до ума. Мне кажется, целью режиссера было скорее представить зрителю криминальный и коррумпированный мир позднего совка во всех его аспектах, чем рассказать связанную историю. Ну и вообще, нельзя просто так взять и экранизировать 2 несвязанных рассказа Фазилия Искандера. Зато можно создать прародителя всей российской чернухи. Отсюда растут ноги как у взбесившегося автобуса, так и у груза 200. Ну и у пилы, конечно, тоже. Сцена с пилой, без сомнений, легендарна. В том числе и потому, что увидеть Амаяка Акопяна в такой неожиданной лицеприятной ситуации было абсолютно непредставимо. Подумайте, чего бы вы сейчас очень хотели? Ой, моя красавица. А я вот хотеть умею. Ну и замечательно. Но в конечном итоге судьба фильма «Воры в законе» незавидна. Его показали на одном фестивале «Золотой дюк» в Одессе 1988 года, где главные призы получили гениальный фильм «Фонтан» Юрия Мамина и «Игла» с Цоем в главной роли. А «Воры в законе» в итоге были приняты холодно, хотя среди зрителей и произвели эффект разорвавшейся бомбы. Высоколобое жюри фестиваля дало фильму антиприз, что-то типа «Золотой малины». Тогда это называлось 3К – конъюнктура, коммерция и кич. Ориентированность на коммерческий успех тогда, к слову, считалась недостатком фильма. А потом на фильм и Юрия Кара набросились все критики Союза. Его клеймили за все, что только можно. Для советской власти «Воры в законе», конечно, были плевком в лицо. Но зрителям в 1988 году подобный эпатаж был в новинку, так что кассу фильм, конечно, собрал. Кстати, поговаривают, что пытать людей утюгом бандиты научились именно благодаря сцене с вымогательством денег у цеховика. Как говорится, спасибо большое. В общем, мой вердикт. «Воры в законе» — лихое кино, но чтобы установить логику показанных на экране событий, я советую перед его просмотром в обязательном порядке прочитать рассказы «Чегемская Кармен» и «Бармен Адгур» Фазилия Искандера. Без этих костылей фильм просто разваливается на 30-й минуте. Или на 15-й. Ну что ж, друзья, наверное, пора прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось пробираться со мной через лишенные логики дебри перестроечной прото-чернухи. А через 2 недели мы с вами посмотрим самую обыкновенную комедию 1991 года. Про Сталина. Пишите, что вам понравилось, а что нет, оставляйте лайки, ну или дизлайки. Спасибо за внимание и всего хорошего. Ой, моя красавица.